Как появился биткоин? В конце октября 2008 года на электронную почту подписчиков ресурса Encryption General поступило сообщение от отправителя по имени Сатоши Накамото. В послании содержалось описание сути и свойств созданной криптовалюты под названием биткоин. Абонентам разъяснялось, что новая виртуальная денежная единица надежно защищена от мошеннических операций, не зависит ни от каких организаций и предоставляет возможность анонимного ее использования своим владельцам. Вся информация о новой криптовалюте также была размещена на bitcoin.org. Однако история биткоинов, а точнее сказать предпосылки для ее создания, были известны гораздо раньше. Еще за 10 лет до того, как появился биткоин, преимущество создания неконтролируемой криптовалюты описывал в своем романе Нил Таун Стивенсон. А исследователь Ник Сзаба вплоть до 2005 года трудился над созданием системы электронных денег BitGold. Он утверждал, что виртуальная валюта не будет подвержена инфляции. Помимо этого, ее невозможно будет подделать или украсть. Первые сделки. 2009 считается годом, когда появился биткоин. В январе этого года было впервые запущено приложение Bitcoin. Стартовый денежный блок в данной системе сгенерировал создатель биткоина Сатоши Накамото. Несколькими днями позже была совершена первая операция перевода криптовалюты биткоин со счета одного пользователя другому. Возникает естественный вопрос. Сколько стоил биткоин, когда он появился, и откуда появились эти денежные единицы? Оказывается, биткоин генерировали пользователи на компьютерах. Курс биткоин в конце 2009 года колебался в диапазоне 700-1600 единиц за $1. Публиковался он на ресурсе New Liberty Standard. Схема его вычисления была до безобразия примитивна. За основу брали среднюю мощность процессора компьютера, умножали ее на цену электроэнергии в США и делили на количество биткоин, сгенерированных создателем сайта. Год 2011 ознаменовался появлением биржи MTGOX, ставшей первой площадкой, на которой можно было обменять биткоин на обычные деньги. Падение и взлеты биткоина. Биткоин-история хранит немало фактов падения и взлета курса криптовалюты. Проследить общую тенденцию и сделать выводы о динамике развития биткоина можно, исходя из его курса роста за 9 лет. 2008 год. Запуск системы. 2009. 1 биткоин. $0.03. Курс был рассчитан, исходя из стоимости электроэнергии, расходуемой на непрерывную работу компьютера. 2010 год. 1 биткоин стоит $0.50. Совершена первая сделка. Покупка пиццы за 10 тысяч биткоинов. 2011 год. 1 биткоин стоит $10. Год ознаменовался чередой краж и взломов, в том числе из кошелька основателя системы, подорвавших доверие к новой криптовалюте. 2012 год. 1 биткоин стоит $10. Абстрактная цифровая валюта начала принимать подобие физического состояния. Был создан первый банк Bitcoin Central. 2013 год. 1 биткоин стоит $600. Год знаменателен резкими скачками роста и падения курса биткоин. 2014 год. 1 биткоин стоит $310. Запущен первый сервис безопасного хранения биткоинов. 2015 год. 1 биткоин стоит $360. Резкие скачки курса в этом году связывают с деятельностью финансовой пирамиды Мавроди в Китае. 2016 год. 1 биткоин стоит $1000. Резкие колебания курса специалисты связывают с событиями на мировой политической арене. Конец 2017 года. 1 биткоин приблизительно равен $20 тысячам. Июнь 2018 года. 1 биткоин стоит около $7 тысяч. Изменение стоимости биткоина с 11 по 14 год очень напоминают американские горки. После роста в несколько раз следовало падение на 70 и даже на 90%. Причин тому было несколько. Сначала цена ускорялась на фоне спекулятивных покупок и активного продвижения со стороны тех, кто уже пользуется биткоином, а затем происходило нечто похожее, что заставляло всех массово избавляться от криптовалют. 2012 год ознаменовался серией хакерских атак. Многие держатели биткоинов заявили, что с их кошельков пропали все средства. А в 2013-м мир криптовалют потрясли сразу два события. Сначала MTGOX, входившая в тройку крупнейших бирж по обороту торгов биткоином, заявила о проблемах и чуть позже объявила о банкротстве, в результате чего трейдеры лишились всех средств, которые хранились на торговых счетах биржи. Затем последовало громкое разбирательство по делу площадки Silk Road, на которой можно было купить нелегальные товары, например, наркотики и оружие, за биткоины. Это нанесло серьезный удар по репутации криптовалют. Главные достоинства технологии, децентрализованность и анонимность платежей стали считаться недостатками. Тем не менее, прогресс был налицо, появились десятки новых криптовалютных бирж, а также различных проектов на основе технологии блокчейн. В отличие от обычных денежных средств, биткоин не подкреплен абсолютно никакими материальными ценностями. Ни банки, ни эмиссионный фонд не занимаются поддержкой курса криптовалюты. Как же доверять этой виртуальной денежной единице, если у владельца полностью отсутствуют какие-либо финансовые гарантии?
Дело в том, что тот, кто придумал криптовалюту, вовсе не собирался подкреплять ее золотом или акциями. Эта платежная система обладает совершенно другими свойствами. Ценообразование в ней полностью зависит от реального спроса и предложения на биткоин. В это трудно поверить обывателям, столкнувшимся с различными финансовыми пирамидами. Но дело в том, что биткоин создан таким образом, его стоимость со временем будет только увеличиваться. Это объясняется тем, что затраты на создание каждой новой монеты превышают стоимость предыдущей. Кто придумал биткоин и зачем, если нет системы защиты вкладчиков и ценность виртуальных монет ничем не защищена? Дело в том, что биткоин разрабатывался как независимая децентрализованная система для анонимных сделок. У этой валюты нет теневых хозяев, на ее стабильность не способны повлиять ни государственные органы, ни крупные корпорации. Кто он? Гениальный изобретатель по имени Сатоши Накамото. По сей день остается открытым вопрос, кто же придумал биткоин? История создания новой криптовалюты биткоин ссылается на Сатоши Накамото. Является ли он, судя по имени, японцем? Или все же это условное название группы людей, занимавшихся созданием биткоин и пожелавших остаться неизвестными? Открыть тайну, кто же на самом деле этот великий изобретатель, скрывающийся под именем Сатоши Накамото, так никому и не удалось. Единственное достоверно известное о том, кто создал биткоин, это то, что этот человек обладает весьма нестандартным мышлением. Это подтверждает Джефф Гарзик, один из главных разработчиков системы. Он утверждает, что принцип написания кода гениального изобретателя криптовалюты не укладывается в рамки уровня интеллекта типичного инженера-программиста. Специалисты утверждают, что Сатоши Накамото весьма состоятельный человек, ведь еще в конце 2013 года он владел суммой биткоин, составляющей в пересчете на доллары 1 миллиард. Ныне этот человек отошел от дел, связанных с системой биткоин. Об этом он сообщил сам в 2011 году. Но он уверен, что его детище, биткоин, находится в надежных руках команды профессионалов во главе с Гавином. История биткоин необычна. Она окутана дымкой тайны, витающей вокруг имени главного создателя. Но факт остается фактом. Гениальное изобретение работает, а новая криптовалюта становится с каждым днем все более популярной. Вполне возможно, что биткоин достигнет новых высот уже в конце 2018 года и продолжит рост к 50 тысячам долларов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Также не забывайте подписаться на наш телеграм-канал, там публикуются очень интересные новости из мира криптовалют.